Здравствуйте! Сегодня мы открываем на канале новую рубрику «Мировые отходы в доходы», где будет рассказываться о людях и компаниях, которые превращают обычные отходы в продукцию, необходимую людям. Первое путешествие в Африку, в Кению, где научились делать кирпичи из отходов пластика. Перед вами расплавленный пластик, смешанный с песком. Выглядит, конечно, не очень эстетично, но зато очень наглядно. Когда гидравлический пресс сжимает его до нужной формы, он становится твердым, как бетон. Компания из Найроби хочет выложить этими пластиковыми кирпичами улицы столицы Кении. Тут возникает вопрос, могут ли они стать решением для страны, где 90% дорог никогда не были заасфальтированы. На самом деле, действительно ли это хорошая идея строить дороги из пластикового мусора? Это можно попытаться узнать, если поехать в Найроби и познакомиться с молодым изобретателем-инженером Нзамби Мати, которая наладила производство кирпичей из отходов пластика. Свою компанию Giant Makers Нзамби открыла в 2018 году. Гиенге – это слово на языке суахили, переводится как «построй себя». Пластик не тонет, и это заинтриговало Нзамби, как ученого-материаловеда. Сначала она решила сделать это из любопытства, посмотреть, как все это работает, потому что она видела много примеров производства из пластика в других странах. Затем она спроектировала машины, которые бы позволили массово производить кирпич. Сделав один кирпич, работники приступили к его массовому производству. Фабрика перерабатывает 3 из 7 типов одноразового пластика. Здесь справа от Нзамби твердый пластик, а слева мягкий пластик. В Кении действует один из самых жестких запретов в мире на полиэтиленовые пакеты, но бутылки и другую пластиковую тару по-прежнему можно найти повсюду. Они засоряют канализацию, загрязняют реки и корма для животных. В этом цехе рабочие сортируют пластик. За месяц они могут обрабатывать около 10 тонн пластического мусора. Прежде всего, из мусора нужно удалить щебень и металлы, а потом, по мнению Нзамби, сделать кирпич из пластика – это просто как испечь печенье. Этот рабочий управляет дробилкой, которая измельчает пластик на мелкие кусочки. Остальные рабочие разгребают сухую смесь лопатой. На этом этапе, в зависимости от желаемого цвета, в смесь можно вносить цветной пигмент. После этого смесь подается в экструдер. Эта машина производит нагрев смеси пластика и песка до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой для формования. Этот процесс очень нравится Нзамби. Она гордится тем, что все это оборудование она придумала сама. Температура в машине колеблется от 300 до 400 градусов Цельсия. В результате нагрева пластика и песка смесь плавится и образует липкую массу, похожую на тесто. Это и есть основа производства кирпичей. Каждый комок смеси взвешивается вручную. Работники говорят, что его запах чем-то похож на запах нового асфальта в жаркий день. На производство одного кирпича используется 1 кг 300 грамм смеси. Такой гидравлический пресс может сжимать 9 кирпичей за раз. Это и правда чем-то похоже на изготовление печенья. К моменту выемки кирпичи должны остыть, чтобы они могли затвердеть при комнатной температуре. Чтобы кирпичи быстрее затвердевали, их помещают в емкость с водой. Через 3-5 минут получается готовый продукт. Многие кирпичи выходят из-под пресса с неровными краями. Рабочий обламывает их о большой камень, прежде чем сложить готовые кирпичи в стопку. На данный момент производительность компании Giant довольно скромная. Пока они имеют 3 машины для производства брикетов. Сегодня предприятие производит всего 1500 брикетов в день, но Нзамби мечтает увеличить свое производство. Пока этого количества кирпичей достаточно, чтобы покрыть всего лишь двор, как в этом общественном центре. Большинство ее клиентов – местные жители, включая ее мать, которая также является предпринимателем. Она только что начала бизнес по выращиванию кур-несушек на заднем дворе. Здесь проходили первые эксперименты Нзамби с пластиковым мусором. Теперь ее кирпичи покрывают всю подъездную дорожку. Многие потребители уже оценили этот кирпич. Они считают, что его цена дешевле и доступнее по сравнению с другими материалами, используемыми для изготовления тротуаров. Брусчатка Гьенш бывает разных цветов.
включая красный, синий, коричневый и зеленый. Уложенная брусчатка уже испытана не раз и показала, что может выдерживать нагрузку в 2-3 раза большую, чем бетонные блоки. Она более долговечна и легче при транспортировке. Выпускается как тяжелая брусчатка для дорог и парковок, так и легкая брусчатка для тротуаров и небольших дворов, где нет движения тяжелой техники. Компания Genge Makers создала более 100 прямых и косвенных рабочих мест за счет переработки пластика, помогая людям средством к существованию. Такой поддон с 400 пластиковыми брусчатками можно продать по цене до $150 в зависимости от толщины. Компания заявляет, что это примерно на 25% дешевле, чем кирпичи из бетона. В то же время пластиковые кирпичи прочнее обычных в 7 раз. Дело в том, что пластик по своей природе является полимеразой, то есть похож на нити, и в нем нет карманных отверстий, что делает его менее хрупким по сравнению с бетоном. По этой причине его очень трудно сломать. И хотя сегодня кирпичи используются только для дорожек в небольших домохозяйствах, Нзамби хочет наладить работу с крупными строительными компаниями. На предприятии намерены производить крышки для водопроводных люков, кровельную черепицу, а также различные дренажные желоба. Нзамби нацелена на улучшение и оптимизацию технологий производства. По ее мнению, то, что сегодня производится, это только начало. Превращение мусора в тротуар – это идея, которая уже прижилась в других странах. Так, строители в Индии уже десятилетия подмешивают небольшие количества пластиковых отходов в асфальт, делая новые дороги более прочными и долговечными. Однако некоторые эксперты говорят, что эти инновации могут увеличить количество пластика, выбрасываемого в окружающую среду. Ведь дороги подвержены постоянному истиранию из-за того, что по ним все время ездят. Поэтому дороги на самом деле являются основным источником попадания микропластика в окружающую среду. Даже на обычных асфальтовых дорогах краски, используемые для нанесения линий, содержат пластик. Он быстрее всего стирается шинами транспортных средств каждый раз, когда они движутся по дорогам. А теперь представьте, что если будет построена вся или часть дороги из пластика. Это приведет к еще большему его истиранию. Количество микропластика, попадающего в окружающую среду, значительно увеличится. В последние годы исследователи обнаружили микропластик почти в каждом образце нашей пищи, питьевой воды и воздуха, которым мы дышим. Он есть даже внутри нашего тела. Тем не менее, пластиковые дороги дешевле, в основном потому, что для их покрытия требуется меньше асфальта. И потом, если этот пластик никак не использовать, то он в противном случае окажется в таких местах, как Дандора, единственной официальной свалке Найроби. Свалка заполнена полностью еще 20 лет назад, но мусор продолжает поступать. Каждый день десятки машин привозят пластиковые отходы, их становится все больше и больше. Сегодня площадь свалки составляет более 12 гектар, что равно 22 футбольным полям. Каждый день сотни мусорных сборщиков бродят по протухшему мусору, просеивая пластиковые отходы, которые затем превратятся в полезные кирпичи. Часть пластика предприятие получает бесплатно с упаковочных фабрик. Амос Вимания, активист-эколог и консультант по возобновляемым источникам энергии, говорит, что в беднейших районах Найроби нет санитарных служб. Многие люди выбрасывают мусор в реки или просто сжигают его до 750 тонн каждый день. В некоторых реках мусора столько много, что по ним можно свободно идти пешком. Такие реки просто задыхаются от пластика. На них образуется непотопляемый фундамент из мусора. Он опасен для здоровья всех тех, кто здесь живет. В Кении просто не хватает инфраструктуры, способной решить проблему с переработкой мусора. Однако это не помешало американским нефтяным лоббистам предложить торговую сделку по экспорту миллионов тонн пластиковых отходов в Кению. Только в 2019 году США экспортировали в 96 стран мира более 450 тысяч тонн пластиковых отходов, в том числе и в Кению. Но Кения не может справиться с собственными отходами, не говоря уже об отходах из США. Нзамби знает, что ее изобретение не поможет справиться с такой большой горой мусора. Сегодня ее фабрика перерабатывает пока всего около 50 тонн отходов в год.
Но Найроби производит в 6 раз больше пластикового мусора каждый день. Тем не менее, Нзамби считает, что ее работа поможет сдвинуть проблему с мертвой точки. Она хочет увеличить производство до 4500 брикетов в день и сделать свой бизнес безубыточным. Ее девиз – сделать свою продукцию крепче, легче и доступней. Несмотря ни на что, она продолжает расширять свой бизнес. Хотя, по сути, государство должно платить ей за то, что она утилизирует отходы. В компании работают всего 20 человек, им почти всем меньше 30 лет. Кенийский стартап Genj Makers получает награду «Молодые чемпионы Земли 2020» от программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, где Нзамби Мати стала одной из 7 победителей. Ей вручили $10 000. Инженер и единственная отобранная африканская женщина привлекла внимание ЮНЕП. В заключение важно отметить, что окончательным решением пластиковой проблемы в мире было бы полное прекращение производства новых пластиков. Но переработка и повторное использование по-прежнему играют жизненно важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла. В конце концов, людям нужно найти способы утилизировать 8,3 миллиарда тонн пластика, который уже есть на планете. Чем быстрее, умнее и безопасней это будет сделано, тем лучше. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!